Здравствуйте, друзья! С вами Андрей и пластмассовый енот, канала ТПА и не только. Сегодня мы разберем один из самых коварных дефектов литья под давлением – утяжины. Это впадина на поверхности детали, которая портит внешний вид и может снизить прочность. Почему она возникает и как ее избежать? Сейчас разберемся. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы быть всегда в курсе новых интересных публикаций. Спасибо! Что такое утяжина? Вы когда-нибудь замечали, что на некоторых пластиковых деталях есть странные вмятины, которых там быть не должно? Это не царапины и не следы удара, это утяжина. Один из самых распространенных дефектов в литье пластмасс под давлением. По сути, это вмятина или углубление на поверхности детали, которое возникает из-за неравномерной усадки материала при охлаждении. Когда расплавленный пластик заполняет форму, он начинает остывать. При этом внешние слои затвердевают быстрее, а внутренние медленнее. По мере дальнейшего охлаждения внутренний объем материала уменьшается, пластик сжимается, но внешняя корка уже застыла и не может сжаться вместе с ним. В результате поверхность проваливается внутрь, образуя характерную впадину – утяжину. Этот эффект особенно заметен в толстостенных изделиях и при использовании пластиков с высокой усадкой, например, полипропилена. Определение проблемы. Как выглядит утяжина? Классическая вмятина, чаще всего округлой формы, может быть едва заметной или глубокой. Волнистость, если усадка происходит неравномерно по площади. Ямки возле ребер жесткости, из-за разницы в скорости охлаждения толстых и тонких участков. Где искать утяжину? В зонах с резким изменением толщины стенки, например, где толстое основание переходит в тонкую перегородку. На больших плоских поверхностях, крышки панели. В местах, удаленных от литников, там, где материал остывает медленнее. Причина возникновения утяжины. Знаете, почему даже на идеально отлитой детали вдруг появляются вмятины? Давайте разберем 7 основных причин. Неправильные параметры литья. Слишком высокая температура расплава. Когда пластик перегрет, он становится слишком текучим и после впрыска сильно сжимается при охлаждении. Почему это вызывает утяжину? Большая разница температур между расплавом и формой. В результате резкое охлаждение внешнего слоя. Внутренние слои остывают медленнее. В результате сильная усадка. Внешняя корка уже затвердела, как следствие поверхность проваливается. Как проверить? Посмотрите на температуру материала в настройках ТПА. Она не должна превышать рекомендуемый диапазон для данного пластика. Недостаточное давление впрыска или выдержки. Если давления не хватает, пластик не полностью заполняет форму и недостаточно уплотняется. Почему это проблема? Материал не компенсирует усадку при охлаждении. В толстых сечениях образуются пустоты. Поверхность стягивается внутрь. Решение: увеличить давление или время выдержки на 10-15% и проверить, исчезла ли утяжина. Быстрое охлаждение без компенсации усадки. Типичная ситуация. Форма охлаждается слишком интенсивно, особенно в толстых сечениях, вследствие чего внешний слой застывает мгновенно. Внутренний пластик продолжает сжиматься и образуется вмятина. Как избежать? Настроить температуру охлаждающей жидкости, увеличить время выдержки под давлением. Ошибки проектирования. Резкие перепады толщины стенок. Пример. Основание толщиной 4 мм резко переходит в стенку 1 мм. Почему это плохо? Разная скорость охлаждения. В толстой части усадка сильнее. На границе появляется вмятина. Как исправить? Делать плавные переходы, добавлять ребра жесткости вместо массивных участков. Неправильное расположение литников. Частая ошибка. Литники находятся далеко от толстых сечений. Как результат, материал в тонких местах остывает раньше, чем туда поступает новый расплав и образуется утяжина. Оптимальным решением в этой ситуации будет размещать литники ближе к массивным частям и использовать несколько точек впрыска. Проблемы с материалом. Высокая усадка пластика. Наиболее проблемные материалы. Полипропилен, усадка 1,5–2,5%, нейлон до 1,5%. Что делать? Выбирать модификации с наполнителями. Например, стекловолокно снижает усадку. Учитывать усадку при проектировании формы. Неправильная подготовка материала. Основные ошибки. Недостаточная сушка, особенно для гигроскопичных пластиков. Неоднородная грануляция. Разный ПТР материала от партии к партии. Как это влияет?
Влажность вызывает парообразование, в результате получаются пустоты. Разный размер гранул, неравномерное плавление. Разный ПТР, вследствие чего непостоянная вязкость материала. Решение. Сушить материал согласно рекомендациям производителя. Использовать качественное сырье от проверенных поставщиков. Последствия утяжины. Утяжина – это не просто вмятина на поверхности, она может превратить качественную деталь в брак, увеличить затраты на производство и даже поставить под угрозу безопасность изделия. Давайте разберем, какие реальные проблемы создает этот дефект и почему это нельзя игнорировать. Ухудшение внешнего вида изделий. Представьте, что вы покупаете новый пластиковый корпус для ноутбука, а на его глянцевой поверхности видна вмятина. Даже если она небольшая, впечатление от продукта уже испорчено. Утяжина делает поверхность неровной, нарушает текстуру, и на прозрачных или окрашенных деталях она особенно бросается в глаза. В потребительских товарах, где важен дизайн, такой дефект – это прямой путь к возвратам. Например, в производстве бытовой техники утяжина на лицевой панели может привести к отбраковке всей партии. Клиенты просто не станут покупать товар с видимым дефектом. Снижение прочности в зоне дефекта. Утяжина – это не только косметическая проблема. В зоне дефекта материал становится слабее. Почему? Потому что при усадке внутри создается напряжение, появляются микротрещины, и при нагрузке деталь ломается именно в этом месте. Например, в автомобильных деталях утяжина на кронштейне крепления может привести к его разрушению при вибрации. В медицинских изделиях – к потере герметичности. Даже если дефект кажется небольшим, он сокращает срок службы изделия и повышает риск поломки. Проблема при сборке. Нарушение геометрии. Утяжина меняет геометрию детали. Даже отклонение в полмиллиметра может привести к тому, что части корпуса не состыкуются, крепежные отверстия не совпадут, или появится недопустимый зазор. Вот реальный случай. На заводе по производству электроники одна партия корпусов для роутеров не проходила контроль сборки. Оказалось, из-за утяжки платы не фиксировались как нужно. Пришлось останавливать линию и перерабатывать всю партию. Это $1000 убытков. Итак, утяжина – это не просто некрасиво, это реально финансовые потери, репутационные риски и даже угроза безопасности. Далее мы поговорим о том, как этого избежать, от настроек оборудования до правил проектирования. Методы предотвращения утяжины. Мы разобрались, что такое утяжина, почему она возникает и какие последствия несет. Теперь главный вопрос – как ее избежать? Сейчас расскажу 3 ключевые направления работы. Настройку оборудования, доработку конструкции и правильный выбор материала. Оптимизация параметров литья. Увеличение давления и времени выдержки – первое, что нужно проверить. Чаще всего утяжины появляются, когда его не хватает. Почему? Потому что пластик сжимается при охлаждении, и если давление слабое, материал отходит от стенок формы, образуя вмятину. При этом сам впрыск должен настроен так, чтобы во время выдержки материал не успел сильно застыть внутри пресс-формы. То есть на впрыске изделия должно отлиться примерно 95-97%. Далее выдержкой под давление заполняется оставшаяся доза и происходит уплотнение изделия. Если изделие не толстостенное, необходимо впрыскивать с повышенной скоростью для предотвращения затвердевания материала внутри пресс-формы до момента начала выдержки под давлением. Что делать? Постепенно увеличивайте давление выдержки на 5-10% от текущего значения и время выдержки на 1-2 секунды, пока утяжина не начнет исчезать. Но помните, Слишком высокое и длительное давление выдержки может привести к проблемам с извлечением деталей из формы, облоев в литниковой системе. увеличение противодавления при загрузке. Как мы знаем, при увеличении противодавления при загрузке материал уплотняется, и при впрыске в пресс-форму поступает более плотный расплавленный пластик с повышенной плотностью. В дальнейшем изделие менее подвержено образованию утяжин. Что делать? Сначала определитесь, каким способом на вашем ТПА происходит управление противодавлением загрузки. С панели управления ТПА или отдельно ручным вентилем на узле впрыска. Постепенно увеличивайте противодавление загрузки, контролируя показания на манометре, на котором отображается текущее значение противодавления загрузки при этапе загрузки материала на ТПА. При необходимости добавьте давление и скорости на загрузку, так как шнеку будет сложно вращаться при повышенном противодавлении. Но помните, при сильном повышении противодавления загрузки повышается масса материала и может возникнуть облой или переуплотнение изделия. Корректировка температуры формы и расплава.
Температура – наш главный союзник в борьбе с усадкой. Если расплав слишком горячий, усадка будет сильнее. Если форма холодная, внешний слой застывает слишком быстро. Оптимальная стратегия. Оптимизируем температуру расплава до минимально допустимой. Увеличиваем температуру формы, особенно в толстых сечениях. Используем зональный нагрев проблемных участков. Увеличение времени охлаждения. Золотое правило: чем толще деталь, тем дольше охлаждение, но многие пытаются ускорить процесс в ущерб качеству. Пример. Для детали толщиной 4 мм минимальное время охлаждения 25-30 секунд. Если дать только 15, получите утяжину гарантированно. При оптимизации параметров литья пробуйте приведенные способы устранения утяжен. Вам может помочь какой-то конкретный метод, а может несколько методов придется использовать совместно. Рассмотрим другие причины появления утяжен и возможные способы их устранения. Доработка конструкции. Сглаживание перепадов толщины стенок. Самая частая ошибка – резкий переход от толстой стенки к тонкой. В этом месте утяжина появляется с вероятностью 90%. Решение. Использование радиусов закруглений для перехода между разными толщинами. Если нужно сохранить прочность, добавляем ребра жесткости. Ребра жесткости вместо массивных сечений. Хотите избежать утяжины в толстых деталях? Замените сплошные стенки на ребра. Это даст снижение веса, равномерное охлаждение, экономию материала. Оптимальные параметры ребер. Высота меньше или равна 3 толщинам основной стенки. Толщина меньше или равна 0,8 от Толщины основной стенки. Оптимизация литников и охлаждения. Где располагать литники? Правило простое: ближе к толстым сечениям. Это обеспечит лучшее заполнение И более качественное уплотнение изделия. а система охлаждения должна повторять контур детали, особенно в массивных частях. Выбор материала. Пластики с низкой усадкой. Топ-3 материала, которые меньше всего склонны к утяжине. АБС усадка 0,4-0,7%, ПОМ 0,8-1%, поликарбонат 0,5-0,7%. А вот от чего лучше отказаться для ответственных деталей. Полипропилен 1,5-2,5%, полиамид 6%. 1-1,5%. Добавки против усадки. Секретное оружие – наполнители. Стекловолокно снижает усадку в 2-3 раза. Минеральные добавки – тальк, мел. Нуклеаторы. Волокна углерода. Важно! Наполнители меняют механические свойства, поэтому тестируйте образцы перед запуском в производство. Резюмируем. Чтобы победить утяжины, действуйте по 3 фронтам. Первое – точные настройки литья. Второе – грамотное проектирование. И третье – правильный материал. Давайте подведем итоги. Первое и самое важное – утяжину нужно предотвращать еще до запуска в производство. Как? Правильным проектированием. Если вы знаете, что материал дает усадку, например, полипропилен до 2,5%, сразу закладывайте это в размер формы. Помните, даже 0,5 мм могут превратиться в заметную вмятину. Лучше потратить время на расчеты сейчас, чем переделывать партию потом. Второй ключевой момент – параметры литья. Даже с идеальной формой можно получить брак, поэтому регулярно проверяйте настройки термопласт автомата и не надейтесь на авось. Один неправильный параметр и вся партия под угрозой. Следующий момент. Ваше оборудование должно быть полностью в рабочем состоянии. Соблюдайте сроки проведения технического обслуживания и ремонта ТПА и пресс-форм. И последнее. Не отказывайтесь от современных технологий. Они дают нам мощный инструмент – компьютерное моделирование, который поможет в будущем избежать ошибок. Программы вроде MoldFlow позволяют увидеть усадку еще до изготовления формы, найти проблемные зоны в конструкции, оптимизировать параметры литья виртуально. На этом все. Если этот ролик был вам полезен, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. У нас впереди еще много ценного контента. Напишите в комментариях, были ли у вас утяжены на производстве, как решили проблему. Ваш опыт важен для всех. И помните, профессионалами не рождаются, ими становятся.